Стильный, дерзкий и резкий. Его плавные линии кузова и вызывающие своей формой странное волнение внутри фары. А что за звук мотора, что пронизывает насквозь тело? С этим автомобилем вы – король дороги, центр всеобщего внимания, а может даже и всей вселенной. Представили? Закрепите этот образ в своей голове, ведь только он поможет не испугаться и посмотреть до конца наш топ-10 самых странных, страшных и откровенно уродливых автомобилей. Эти машины настолько специфичны, что даже их создатели иногда просыпаются в холодном поте и вспоминают, что же они натворили. От экземпляров, которые выглядят так, будто их слепили по дизайн-проекту пятилетки из детского сада, до тех, что напоминают пришельцев, да еще и после неудачной пластической операции, сегодня мы поговорим о тех автомобилях, которые заставят сомневаться в существовании естественного отбора в мире автопрома, о тех железных конях, которые настолько уродливы, что даже их собственные зеркала заднего вида отворачиваются в сторону. Пристегните ремни, натяните капюшон посильнее, чтобы никто не увидел вас в этом автокошмаре, и приготовьтесь к самому странному автомобильному путешествию в вашей жизни. Вы на канале Ready Steady Go. Погнали! Первый с конца, и может даже это и к лучшему, открывает наш топ-10 автоуродцев легендарный Fiat Multipla. Настоящий шедевр дизайнерской мысли, если рядом с этим словом написать в какой-то другой параллельной вселенной. Этот автомобиль настолько уникален, что был удостоен собственной платформы в Нью-Йоркском музее современного искусства. Только, скорее всего, как наглядное пособие по теме «Как не надо делать машины». Компакт-вэн итальянской компании Fiat первый увидел свет в 1998 году. Широкий, с 3 сиденьями спереди и огромными окнами. Регулируемые сиденья и неплохой двигатель объемом 0,422 галлона под капотом. Он мог бы завоевать автомобильный рынок, если бы не одно «но». И второе, и третье, и так далее. Давайте на чистоту. Когда смотришь на эту красотку, кажется, что дизайнеры решили жестко пошутить над всем автомобильным миром. Фары, которые явно заблудились и случайно оказались под лобовым стеклом, есть. Выражение морды, будто у персонажа хоррор-фильма, присутствует. Целых 12 лет просуществовало это своеобразное великолепие, давая всем понять, что иногда технические ограничения могут породить настоящий венец индустриального абсурда. И словно нам было мало, как итальянцы в 2004-м выпустили рестайлинговую модель, которая не сильно исправила дизайнерский провал исходника. Знаете, обычно говорят, что красота в глазах смотрящего, но в случае с Fiat Multipla правильнее было бы сказать уродство в глазах смотрящего. Но несмотря на все насмешки, эту машину все же покупали. Ее поклонником является знаменитый телеведущий Джереми Кларксон. Мульти просто не повезло. Сначала его сделали страшным, а после просто безвкусным и неинтересным. В конечном итоге продажи снизились, и было принято решение снять с реализации столь необычную модель. С 2010-го Fiat не выпускал ничего подобного. Единственным близким автомобилем можно назвать Fiat Doblo, известный за пределами Италии как Ram Pro Master City. От кошмарного движемся к легендарно-кошмарному. К машине, которая так бы и сгнила на задворках какого-нибудь автозавода, если бы не популярный сериал. Кто-то сказал Pontiac Aztek, вы чертовски правы. Есть предположение, что решение одобрить выпуск этого автоуправления General Motors приняло в невменяемом состоянии в ходе дикой и развязной вечеринки. Конечно же, найдется ценитель или, читай, псих, который выгребет все деньги со своего счета, лишь бы купить этот мрак. Гротескная, слегка натянутая морда, словно отец в спешке пытается сделать хвост дочери и не опоздать в садик. Раздутый кузов на базе минивэна и кажущимися не к месту передними квадратными арками. А как только не отзывались о качестве пластиковых деталей кузова, автомобильные критики отмечали в целом неуклюжие пропорции и называли его универсалом, растянутым изнутри автомобильной бомбой. Ради справедливости все же стоит отметить, что технически Aztek был неплох. Прогрессивная система полного привода давала возможность уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на бездорожье. Дополнительный дисплей с проекцией на лобовое стекло. Многие отмечали высокую вместимость багажника. Бензиновый двигатель объемом почти в целый галлон и мощностью 188 лошадиных сил без проблем тянул загруженный по максимуму автомобиль. Но кого волновали все эти плюсы машины, если просто взглянув на него, отпадало желание даже подойти к нему? Хорошо, может получится привлечь ценой. И тут тоже вышло со скрипом. Стоимость Aztek никогда не поднималась выше $27 800. И все равно на протяжении всего существования с 2000 по 2005 продажи были низкими. В финальном 2007, когда программа Aztek была окончательно закрыта, было продано всего 69 машин.
А что же насчет становления этой дизайнерской ошибки культовым авто? Спасительное появление продюсеров сериала «Во все тяжкие» стало судьбоносным поворотом в автомобильной истории. Им срочно требовалась машина, что отражала бы всю безнадежность и отчаяние смертельно больного Уолтера Уайта. Это и воплотил в себе Pontiac Aztek. Перед вами один из ярких, но не в хорошем смысле этого слова, результатов энергетического кризиса 70-х. В момент, когда все перешли на жесткую экономию топлива, вопреки здравому смыслу появился Pacer. Давайте попытаемся хоть немного понять логику корпорации American Motors в этот период. Конкуренты из большой тройки Chrysler, GM и Ford дышат в спину. На их фоне IMCC находилась в чудовищном упадке и остро нуждалась в прорывном автомобиле. Такова была цель создания IMC Pacer, но она не оправдалась. Если перед вами стоит задача сделать компактный автомобиль с невысоким расходом топлива, то стоит соблюсти соответствующие пропорции. Как поступает IMC? Правильно, создает нелепого со всех ракурсов покемона с длинным капотом и короткой задней частью. Широкий кузов с просторным салоном делал машину почти что квадратной, а лобовое стекло и большие окна, призванные увеличить обзорность, взмахом волшебной палочки превращали машину в печь на колесах, которой становился Pacer в жаркую погоду. Большое недоумение вызывали двери. Что заставило дизайнеров сделать их разной длины, так и осталось загадкой. Из-за столь характерного внешнего вида автомобиль получил прозвище «летающий аквариум», под которым и вошел в историю. Производство длилось всего 5 лет, с 1975 по 1980 год. Довольно маленький срок жизни. Тем не менее, было выпущено почти 350 тысяч автомобилей. Руководство АМС лелеяло большие надежды на этот прорыв, однако покупатели сказали свое слово. Одни отмечали неудобства при эксплуатации, другие заявляли, что машина не соответствовала их ожиданиям в плане комфорта. Да и в целом, тот инновационный дизайн был воспринят публикой прохладно. В итоге IMS Pacer стал одним из самых известных примеров неудачного автомобиля во времена и так нерадужных 70-х. Несмотря на первоначальные амбиции создать революционную модель, машина запомнилась скорее своей необычной внешностью и многочисленными спорными решениями в конструкции, чем реальными преимуществами. Тем не менее, Pacer оставил заметный след в истории автомобилестроения. Он стал ярким примером того, как стремление к инновациям в условиях кризиса и суровой экономии может привести к неожиданным и не всегда положительным результатам. Попробуйте с первого раза назвать автомобиль, чей дизайн не просто вызывает спорные чувства. Машину, которая одновременно выглядит как злой енот, всех и все подозревающая змея, и очень хитрый кот с масштабным планом по краже мяса со стола. Не получилось? Не нужно расстраиваться. Команда дизайнеров из японской компании Nissan уже все сделала за вас. Nissan Juke выглядит как маленькое разноцветное поле эстетической битвы, которую в пух и прах еще и проиграли. Есть ощущение, что над его созданием работали две очень агрессивно настроенные друг к другу команды. Первая мечтала о компактном кроссовере с милым, игривым дизайном и выразительными круглыми фарами. Вторая же настаивала на создании спортивного купе с агрессивными линиями и покатой крышей. В результате на свет появился Juke, который против своей воли совместил в себе противоречивые запросы японцев. Легенда японского автодизайна Сиро Накамура при создании автомобиля хотел передать легкость и намек на весну, на полет майского жука. Получилось ли это? С одной стороны, собранная форма кузова в сочетании с грамотной подвеской обеспечивала очень хорошую управляемость авто. Большой дорожный просвет в 7 дюймов позволяет избавиться от страха смять и так не особо симпатичный передок о бордюр. Но есть пару моментов. Начнем с передней части. Она сильно перегружена и напоминает лицо человека, который пытается одновременно нахмуриться и улыбнуться. Разделенные фары будто взяты из другого измерения. Того, где понятия пропорции и гармонии не существует. Профиль автомобиля тоже не добавляет привлекательности. Дизайнеры явно решили поиграть в налепи все, что под руку попалось. Особенно радуют эти странные крылья, которые будто приклеили скотчем к кузову. Задняя часть выглядит так, будто ее проектировали два друга, которые поругались настолько сильно, что даже не разговаривали друг с другом. А багажное пространство настолько маленькое, что его можно принять за второй бардачок. Обычно дизайнеры стараются создать что-то уникальное. В случае Nissan Juke уникальность достигла таких высот, что автомобиль больше напоминает античный артефакт из музея ужасов. И все же несостыковки в дизайне этого автомобиля, наоборот, позволяют ему привлекать внимание. Представьте себе очень необычный автомобиль, что попал в список 50 самых-самых уродливых автомобилей второй половины 20 века. Современный автолюбитель может сравнить со знаменитым мемом про лягушонка Пеппи. Citroën Ami даже при нестандартной внешности стал действительно народным авто.
правда лишь во Франции. Его создателем является легендарный Фламинио Бертони. Дебют в 1969 вызвал неподдельный интерес. Внешность Ами была очень футуристичной для своего времени, и многие считали ее спорной. Его эксцентричный дизайн отличался изогнутым капотом и обратным наклоном задних стоек. Необычная форма заднего стекла — это не просто дизайнерское решение, а результат вынужденной меры. Руководство компании установило жесткое ограничение по длине автомобиля, которое не должна была превышать 4 метров. Чтобы уместить все необходимые элементы в столь компактные габариты, инженерам и дизайнерам пришлось пойти на компромисс. Это был единственный способ обеспечить достаточный объем салона и при этом уложиться в заданные параметры. Передняя часть вызывала не меньше вопросов. Прямоугольные фары в сочетании со специфической формой капотом напоминали усталое, усатое лицо человека, который никогда не смотрелся в зеркало. Удивительно, но на родине Ами снискал большую популярность. Только за первый год существования автомобиля было продано 85 тысяч экземпляров. Своеобразная внешность не помешала Citroёну стать популярным среди домохозяек. Его выбирали как семейный авто, который удачно подходил для совместных выездов на природу. Citroёn Ami не был попыткой создать роскошный автомобиль. Скорее, это практичный и функциональный транспорт с характером. Напоминание о том, что хороший дизайн не обязательно должен быть сложным. Иногда простота и функциональность могут создать нечто гораздо более запоминающееся, чем самые изощренные дизайнерские решения. И снова мы находимся на поле весьма странных идей японского автомобилестроения в плане дизайна. Холодильник на колесах, самоходный кубик и другие весьма обидные прозвища звучали про нашего следующего героя — Nissan Куб. Данный автомобиль выпускался с 1998 по 2019. Куб второго поколения был выпущен в количестве 130 тысяч экземпляров, которые продавались по всему миру. Это была довольно успешная модель, особенно в Японии. Специфическая форма стала залогом популярности среди японских автовладельцев. Недостаток земли под постройку сразу дома и гаража в стране восходящего солнца не являлось для хозяев Куба проблемой. Автомобиль также часто приобретали для транспортировки маломобильных людей. А кто-то даже вспомнит особую распространенность среди любителей GDM-тюнинга и представителей субкультуры Stance. Nissan Куб продавался и за пределами японских островов, США и Канада, Южная Корея и Таиланд. Несколько десятков машин оказались и в Польше. Это говорит о том, что модель была достаточно популярной, несмотря на своеобразный дизайн. Внешне он напоминал что-то среднее между аквариумом и скругленным кирпичом. Создатели явно вдохновлялись работами Сальвадора Дали. Форма кузова напоминает коробку. Это, конечно, делает его легко узнаваемым. В то же время она создает ощущение неуклюжести. Квадратные линии и углы, которые должны подчеркивать его уникальность, на самом деле выглядят неактуальными. Другие автопроизводители всегда стараются сделать свои авто максимально аэродинамичной формы. Достаточно высокая обтекаемость кузова снижает сопротивление встречному потоку воздуха и помогает экономить топливо. Как с этим справляется прямоугольный перед и стоящее почти под 90 градусов лобовое стекло, довольно сложно понять. В начале нулевых бренд Chrysler находился в так называемой фазе ретро. Компания активно экспериментировала с дизайном и вдохновлялась стилем прошлых десятилетий. Одним из самых ярких представителей этого направления стал PT Cruiser. Дизайн был разработан талантливым дизайнером Брайаном Несбитом. Он же ранее работал над проектом Chevrolet HHR. Автомобиль представлял собой весьма необычное сочетание элементов. С одной стороны, он напоминал классический Hot Rod, а с другой имел черты современного минивэна. Особые споры вызывала огромная решетка радиатора в форме геральдического щита, характерная для автомобилей 20-х и 30-х годов. Этот элемент делал машину запоминающейся, но в общей композиции смотрелся довольно противоречиво. Чуть позже концерн Chrysler посчитал, что стандартный вариант недостаточно эксцентричен. Так, в 2005-м появилась версия купе с откидным верхом. Это решение вызвало еще большее недоумение среди автолюбителей. С одной стороны, откидная крыша добавляла элементы свободы и открытости. С другой, создавалось ощущение, что автомобиль пытается быть чем-то большим, чем он есть на самом деле. Справедливости ради, стоит отметить, что в виде двухдверного кабриолета PT Cruiser выглядел почти симпатично. В этом варианте он приобрел более гармоничные пропорции. Тогда-то многие владельцы и просто наблюдатели оценили его уникальный стиль. Начиная с 2001 и по 2007 было продано более 1 350 000 автомобилей. PT производился на заводах в Мексике и Австрии. Там создавались специальные версии с уникальными элементами вроде хромированных деталей, особых расцветок и версий спорт.
Интересный факт. Для американского рынка Chrysler специально классифицировал пятидверную версию как легкий грузовик. Это позволяло компании соответствовать требованиям системы стандартов контроля среднего расхода топлива автомобилей, установленной в США. Данное решение позволило модели занять уникальную нишу между легковыми автомобилями и коммерческим транспортом. Вошедший в историю как один из крупнейших провалов в американском автопроме, Edsel стал примером, как даже самые амбициозные планы могут обернуться неудачей. Самостоятельное подразделение компании Ford в конце 50-х создало одноименный автомобиль, и он был задуман как ответ концерну General Motors. GM тогда уже имел в своем портфеле несколько брендов, ориентированных на средний ценовой сегмент, а Edsel Motors стремились создать особый автомобиль. Помимо доступной цены, он должен был сочетать в себе традиционные элементы и оригинальный дизайн, стать способным привлечь состоятельных покупателей и произвести фурор на автомобильном рынке. Несмотря на все препятствия, цель по созданию сенсации была достигнута, хотя и не совсем так, как планировалось. В 1958-м Edsel был представлен широкой публике. Данный автомобиль произвел неизгладимое впечатление. Увы, не в лучшую сторону. Крупная и обладающая весьма спорным дизайном, машина стала объектом насмешек. Самой запоминающейся чертой была огромная вертикальная прорезь на радиаторной решетке. Казалось, что она кричала о своей необычности, но в итоге лишь подчеркивала уродливость автомобиля. Технически Edsel не отличался от других моделей Ford, вроде Mercury. Внутри предлагались знакомые американцам двигатели V8 и автоматические коробки передач. Однако это не помогло привлечь покупателей. Так вышло, что с самого начала дела у авто пошли плохо. В первый год вместо запланированных 200 тысяч экземпляров было продано всего 63 тысячи. Это стало тревожным сигналом. Несмотря на попытки улучшить ситуацию, спрос на автомобили продолжал падать. В 1960-м Edsel был упразднен из-за низкого спроса и огромных убытков. Общие потери компании Ford составили $250 миллионов. Это эквивалентно более $2,5 миллиардам по текущему курсу. Столь грубый провал стал не просто финансовым ударом для Ford. Он стал уроком для всей автомобильной индустрии о том, как важно учитывать потребности и предпочтения потребителей. В королевстве надежности и высокого качества тоже не всегда все было гладко. 29 ноября 2021 года на автовыставке в Майами-Бич немецкая компания BMW представила концепт полноразмерного гибридного кроссовера. Модель, получившая название XM, обещала стать самой стильной, мощной машиной и при этом не отходящей от эко-повестки. Но нам интересна именно дизайнерская составляющая. Спереди автомобиль вызывает ассоциации с известными поросятами из игры Angry Birds. Форма и выражение морды создает довольно комичное впечатление. Это вряд ли соответствует ожиданиям о крутости премиального внедорожника. Сбоку X выглядит чрезмерно массивным. И это вместе с его внушительными колесами диаметром целых 23 дюйма. Линии кузова в целом кажутся хаотичными и неорганизованными. Вместо ультрасовременного авто мы получили некий беспорядок, который не соответствует современным стандартам дизайна. Задние фонари выглядят так, будто их временно одолжили у совершенно другого автомобиля. Возможно, даже другого автобренда. Это еще больше подчеркивает несогласованность общего стиля. Самым спорным элементом можно считать значок на заднем стекле. Он был задуман как отсылка к легендарному BMW M. К сожалению, у нового XM с оригиналом почти не осталось ничего общего. Среди поклонников марки это вызывает недоумение и даже разочарование. Ведь они ожидали, что новый автомобиль будет не только отсылкой к прошлому, но и достойным продолжением традиций. Эта реакция стала одной из переменных в формуле низких продаж. По данным на октябрь 2024 продано всего около 3807 экземпляров. Давайте побудем оптимистами и вспомним, что стакан все же бывает наполовину полон. Смелые эксперименты как в дизайне, так и в технической части делает BMW XM привлекательным выбором для тех, кто ищет мощный и универсальный автомобиль. И все же, если бы пришлось выбирать, многие предпочли бы старую добрую модель X5. Этот автомобиль с более умеренным дизайном и проверенной репутацией кажется подходящим вариантом для тех, кто ценит стиль и функциональность. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад, и однажды для этой дороги появился идеально подходящий автомобиль. В прямом смысле единственная и, может, к счастью, действительно неповторимая Аврора Альфреда Джулиано. В 60-х католический священник Альфред Джулиано поставил перед собой благородную цель. Он захотел создать по-настоящему самый безопасный автомобиль. Без единой крупицы технических знаний, но с безумным желанием сохранить человеческую жизнь, он смог сконструировать уникальную Аврору.
Машину со светлым названием, так и не ставшей настоящей зарей. 2 года разработки проекта и еще 2 для его сборки. Альфред выкупил со свалки почти мертвый Бьюик 53-го. Его раму и мотор он взял как основу. Кузов своего шедевра он решил создать не из привычного металла, а из стекловолокна. Необычные формы были обусловлены металлическим каркасом, полости которого были заполнены специальной ударопоглощающей пеной. Недостаток технических знаний у Джулиана привел к целой череде обидных случаев. Когда квинтэссенция безопасности была готова, Альфред принял решение самостоятельно приехать на Авроре на одну из выставок в Нью-Йорке в 1957-м. По дороге туда машина ломалась целых 15 раз. Когда добраться до места все-таки удалось, вместо удивления и восторга зрителей Аврора получила поток скепсиса не только по поводу внешности автомобиля, но и производительностью и ценой. Прототип стоил баснословные $30 тысяч. Альфред планировал продавать Аврору за более скромную сумму в 12 тысяч. Действительно скромно на фоне Кадиллака Эльдорадо Бурхэма, продавшегося в тот же период за $13 тысяч и считавшимся самым дорогим автомобилем. Финалы истории Альфреда Джулиана и его детища сложились по-разному. Священника обвинили в разорении своего прихода и отлучили от церкви. Чтобы попытаться покрыть долги, Аврору по решению суда отдали владельцу гаража, где та собиралась. Новому хозяину Грааль безопасности был не нужен и, по сути, был обречен гнить на заднем дворе. Но спустя 26 лет британский энтузиаст и изобретатель Энди Сондерс увидел в газете заметку об этой истории. Загоревшись идеей, он выкупил и восстановил Аврору. Автомобиль обрел вторую жизнь. Стиль, как и красота, понятие субъективное, особенно в мире машин. Все зависит от личных предпочтений смотрящего. Каждый автомобиль из нашего видео имеет шанс стать культовым, если уже не стал. Их уникальная внешность всегда будет привлекать внимание ценителей и коллекционеров. Важно помнить, что за каждым из них есть интересная история. История, отражающая идеи своего времени. Какой из героев нашего топа стал для вас открытием? Кто из них, наоборот, показался вам очень красивым? Поделитесь своим мнением в комментариях. До встречи в нашем следующем видео.